Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим некробактериоз коров. Некробактериоз – это серьезное бактериальное заболевание, которое характеризуется поражением конечностей у коров. Вызывает некробактериоз фузобактериум некрофорум. Это анаэробная, грамотрицательная, полиморфная, неподвижная, не образующая споры капсул бактерия. Полиморфная – это значит, что она обладает морфологической изменчивостью, то есть в зависимости от условий имеет виды или палочек, или коков, или слабоветвящихся форм. Возбудитель образует ряд сильных токсинов и ферментов, которые разрушают клетки организма и угнетают его иммунную систему. Я не буду сейчас долго останавливаться на этом. Это не лекция по микробиологии, хотя морфологии бактерий тоже очень желательно знать, чтобы лучше понимать, как с ней бороться. Ведь ущерб некробактериоз приносит колоссальный. По своей распространенности он занимает третье место после лейкоза и туберкулеза. Клиническое проявление заболеваний животных некробактериозом начинается сразу после растела животных. В начале заболевания у животных отмечается неправильная постановка задних конечностей. Сначала наблюдается малозаметная хромота, которая в дальнейшем резко усиливается. На пяточной части копыт в межкопытной щели появляются язвы. Коровы резко теряют в весе с нарастающей потерей продуктивности. Ну а как иначе? Если корова голодает, ведь корове тяжело ходить, и она не может часто подходить к кормовому столу. Естественно, что при этом снижается и продуктивность коров. Чтобы уменьшить нагрузку на больную ногу, корова меняет позу, в связи с чем происходит неравномерное распределение массы тела на суставы ног. Она с трудом передвигается, чувствует себя угнетенно, залеживается. Кроме гнойного поражения дистального отдела конечностей, патологическим изменениям подвергаются кожные покровы вымени и хвоста, слизистые оболочки ротовой полости, кишечного тракта и половых органов, печень, легкие, почки и селезенка, при септическом процессе мышечная и мозговая ткани. У животных отмечаются признаки остеодистрофии, расслабление связочного аппарата сустава пальца, рассасывание хвостовых позвонков. При патологоанатомическом вскрытии в паренхиме печени обнаруживается большое количество абсцессов некробактериозного происхождения. Увеличивается кратность осеменения и продолжительность бесплодия до 90-120 дней, то есть почти в 2-3 раза увеличивается сервис-период. При болезнях копыт в 2-3 раза чаще регистрируют задержание последа и эндометриты. Также на 100 коров, переболевших некробактериозом, недополучается до 17 телят. Преждевременная выбраковка, вызванная хромотой, достигает 50-60% от общего поголовья бракуемых животных. И плюс к этому еще добавьте стоимость ветпрепаратов и стоимость оплаты ветврача и обслуживающего персонала. Ведь манипуляции с обработкой копыт требуют усилий не одного человека. Я уже предвижу, что самые нетерпеливые зрители уже говорят мне, что да хватит нам уже рассказывать о морфологии возбудителя и ущербе. Нам самое главное надо знать, как лечить данное заболевание. А что по этому поводу долго рассказывать? Да, некробактериоз это серьезное заболевание. Но это бактериальное заболевание, и оно успешно лечится современными антиинфекционными препаратами. По большому счету, с тех пор, как изобрели антибиотики, проблема лечения бактериальных инфекций глобально была решена. Теперь это вопрос усилий, времени и наличия резистентности к антибиотику. Стандартный протокол лечения данного заболевания включает в себя очищение раны, ее дезинфекцию и системное применение антибиотиков совместно с нестероидными противовоспалительными препаратами. Итак, дней 5. Будете применять витаминные и другие стимулирующие препараты, то процесс выздоровления пройдет еще быстрее. При этом надо позаботиться о том, чтобы корова содержалась в надлежащих условиях, чтобы минимизировать попадание грязи в рану. Это уже ваша фантазия, что вы будете делать в этом случае. То ли вы будете накладывать повязку, то ли просто примените спрей, который покроет рану защитной антибактериальной пленкой. Это уже ваш выбор. Препараты для этих целей есть, и притом в широком ассортименте. Но если не позаботиться о чистоте раны, то все пойдет на смарку, и эффект от такого лечения будет очень низким. Для лечения некробактериоза сейчас модно, принято применять антибиотики на основе цефтиофора. Это антибиотики последнего поколения. К ним пока еще нет резистентности. Но пройдет год-два, и из этой эффективности останется всего ничего. Потому что в настоящее время эти препараты рекомендуют применять при многих заболеваниях. Что называется, при каждом чихе.
Но это будет потом. А сейчас эти препараты самые популярные при лечении бактериальных инфекций, в том числе и при лечении некробактериоза. Ведь кроме того, что к цехтиофуру пока еще нет резистентности и он действительно очень эффективен, то у него нулевая каренция по молоку. То есть при применении препаратов данной группы молоко можно использовать без ограничений. А главной целью этого видео было донести до зрителя то, что некробактериоз сейчас очень распространенное заболевание в молочном животноводстве. И что это заболевание при его появлении в хозяйстве несет очень большие убытки. Хотя лечить данное заболевание не так уже и сложно с ветеринарной точки зрения. Я имею в виду, что это не сложно с точки зрения принятия решений по применению тех или иных препаратов. Но физически это очень тяжело и очень дорого. Данного заболевания и сейчас хватает на фермах, но дальше будет больше. Этому способствует множество причин. О том, как успешно бороться с некробактериозом, и причем не только при помощи ветпрепаратов, я расскажу вам в наших последующих видео. Успех ликвидации некробактериоза в хозяйстве зависит далеко не от эффективности ветеринарных препаратов. Самое главное – это правильное кормление и содержание коров. Но пока на этом все. Здоровья вам и вашим коровам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!